Hello, beautifuls, вы на канале Twinkie Time. Сегодня мы смотрим демку игры Strange Antiquities. Как это слово говорится? Да, пофиг. Фиг с ним. Короче, странный магазинчик или что такое. Подмастерью тауматурга надо многому научиться. С реликвиями нужно обращаться бережно. Важно уметь отличить опасное от безвредных и мощное от слабых. Илай планировал верить мне магазин «Загадочный антиквариат» лишь на время, но мы не подозревали, что маятник запущен, и его движение уже не остановить. Вороны были предзнаменованием. Уже тогда казалось, что вихрь черных крыльев и траурное карканье предвещают появление растущего страха. Как-то громко. День 1, четверг. Я изменяю звук. Я и так его изменила, он все равно громкий, хз. Так. Что у нас тут? Совет. Можно позвонить в звонок, чтобы пригласить посетителя, или изучить записки, вдруг они куда-то приведут. А где записки? Вот это записки? Убери совет. Это архив. Коську погладим. Угу, я могу. Во, прикольно. Ладно, давайте. Илай Уайт. Меня попросили помочь с одним важным делом. Я должен немедленно отправиться в Рейвенгласс. Выбора нет, оставляю магазин на тебя. Обязательно заглядывай в мои справочники, вот, держи. В конце есть указатель, может пригодиться. Если в чем-то засомневаешься, поищи внимательно и не забывай, что здесь хранятся могущественные артефакты. Ни в коем случае не пытайся открыть запертые двери, ящики и шкафы. А лучше вообще ничего не трогать. Так я только что открыла. Я вернусь через несколько дней. Ага, пока. Так я давай, дядь. Так, что тут у нас? Тауматург Илай Уайт. Илай — тауматург, который собирает и хранит могущественные реликвии. Непосвященные могут счесть эти предметы унылыми и безжизненными, но в правильных руках с нужными знаниями они способны открыть путь к неизведанному. Всю свою сознательную жизнь Илай посвящает поиску и изучению реликвий. Он управляет загадочным антиквариатом и подходит к работе серьезно, ведь не понаслышке знает, что не может... Господи, что может произойти, если не пренебрегать мерами предосторожности. Обычно Илай не показывает эмоции на людях, однако он может быть и мягким, но об этом известно лишь живущему в магазине коту Юпитеру. Посещение 1.1. Ага, окей, кот Юпитер. Кот тауматурга, вернее Илай, личный тауматург Юпитера. По всей видимости, кота привлекли диковинки из магазина «Загадочный антиквариат», и он решил здесь поселиться. Илай с радостью приютил его, однако быстро понял, что Юпитер сам себе хозяин. Кот сам решает, чем ему заняться, но в основном спит и наводит ужас на грызунов. По ночам прогуливается по Андермиру и окрестностям. Что он делает во время своих вылазок, тайна, покрытая мраком, но, похоже, местные жители хорошо знают Юпитера. Угу, мило. У него еще гетерохромия. А вот он книжечку мне дал. Можно ее? Я бы хотела почитать ее все-таки. А я не могу почитать книжечку свою? Алло. Как? Я хз, ладно. Томас Поуп. Поздравляю. Сегодня тебе посчастливилось встретить великого Томаса Поупа. Это я. В жизни я люблю две вещи: чистый горный воздух и белого песика по кличке Хэмиш. Но в моем сердце всегда есть место для дружеского смеха и магазинов, где живут котики. Если тебя не затруднит, найди для меня дар охотника, мне нужен новый. Нажимай на предметы с помощью, чтобы изучать. Дар охотника. Ой, я хребу. Наведите курсор на различные части реликвии, чтобы изучить ее. Бронза. На ощупь неровная текстура. А что это такое? Ой. Ой. Ой, извините, что? Что это такое? Запах. Ничего примечательного. Ничего примечательного по ощущениям тоже. Назад. Дар охотника мне надо. Как-то про... Так. Вселяет дурное предчувствие. Подожди, дар охотника, что это может быть? Вот, может, вот это? Или вот... Олень, может?
Так, цветовой материал глина, на ощупь поверхность зернистая, ничего примечательного, внутри ощущения, ничего примечательного. Извиняюсь, совет, может? Нужно поискать дар охотника в книге, которую дал мне Лай. Я пыталась, как мне ее поискать? Открой книгу. Я поняла. Я поняла. Дар охотника где? Дар охотника очень простой предмет. Он наделяет владельца силой хищника, обостряет чувства, повышает его ловкость. Такие реликвии изготавливают из трофеев, взятых у убитых зверей. Сильнее всего ценятся части смертоносных хищников. Обычно эти предметы ничем не украшают. Понятно. Да, короче, вот этот вот, наверное. Так, цвет. Желто-коричневый. Поверхность гладкая, но с выступами. Запах. Ничего примечательного. Ощущение, этот предмет наделяет меня силой. А зачем мне это? Чтоб я для себя знала, что это, да? Наверное, это чтоб я для себя знала. А как? Не understand, что это за штуки всякие. Как пометить дар охотника? Ну, это будет дар охотника. Во, пожалуйста, дар охотника. Нормально. Нормально. Пожалуйста, это вам. Определено. Дар охотника очень простой предмет. Он наделяет владельца силы хищника, обостряет чувства и повышает ловкость. Кольцо Ошика. Изначально эти жутковатые реликвии приносили в дар богине Корхен, однако ее культ выродился и обычай устарел. Сейчас такие предметы сложно найти, но некоторые желают их заполучить, чтобы с их помощью отпугивать гадов. Многие утверждают, что слышат наземное шипение Корхен, когда подносят кольцо Ошика к уху. Во время изучения предметов можно вешать на них бирки. Но это мы уже поняли. Давайте, знаете что? Что-нибудь изучим, давайте. Термины всякие. Сложно? Ладно, давай. Давай дальше. Джек Хангерфорд. Ночи становятся подлиннее, в мрачных тенях творятся мрачные дела, как-то так говорил мой отец. Кажется, после его смерти 2 года назад тени сгустились. В мой дом проникла крадущаяся тьма. Говорят, ее изгонит Вместилище теней. Вместилище теней. Давай посмотрим. Вместилище теней. Узор ловец теней. Вместилище теней или ашадистский сосуд – это любая емкость, банка, флакон или какая-нибудь коробка. В него можно заключить ашадистского духа. Это явление еще называют крадущейся тьмой. Реликвия вытягивает ее из тени, словно яд из раны. Предмет украшают замысловатым узором, который называется ловцом теней. Вместилище теней. Так вот это... Вот это оно. Бронза, рельефный декор, ничего примечательного. На душе становится легко. Как оно называется еще раз? Вместилище теней. Это будет оно. Вместилище теней. Там какой-то знак еще такой прикольненький был. Где-то значок такой. Можно мне? Я хочу его. Ну, прям такого же нету, да? Не, ну прям такого же нету. Ну вот я вот это поставлю, чтобы был цвет. Цвет тоже такой будет. Я сделала. Неправильно. Это не вместилище теней. Удаляю. Удаляю, я ошиблась. Да, точно уже говорилось что-то за этот. За... Это любая емкость. Это как-то емкость. Да, блин. У меня, короче... ну ладно. Какая-то емкость. Так вот, емкость тут же тоже нарисована. Логично, Лера. Извините, я тупанула. Тупанула. Маленечко. Я чуть-чуть ошиблась, чуть-чуть тупанула. Вот теперь точно. Так,
Скрепа солнца. Небольшая, легкая. Ее можно носить незаметно. Изготавливается из драгоценного металла и драгоценного камня света. Реликвия хранит тепло и свет солнца, и ее сияние способно пронзить даже непроглядный мрак. Если тебе не нравится вешать бирки вручную, в настройках можно включить автозаполнение. Где? Включить. Я хочу автозаполнение. Мне впадло просто этим заниматься. Дэвид Чейфер. Чего это сегодня вороны над Андромиром разлетались? Никогда не видел ничего подобного. Не лучший день для тех, кто верит в дурные знаки. Тут для тебя письмо. Вчера вечером мы нашли в потайном ящике стола на лодочной станции какие-то записи. Мистер Джонс чуть не бросил их в костер, но я захотел на них взглянуть. Любит же он все это сжигать. Бумаги выглядят старыми, может, они и бесполезны, но я наткнулся на заметку о Шинни и сразу вспомнил о тебе. Чарли Уэзерс. Ну ладно. Ой, Юпитер, вот ты где. Мы виделись вчера ночью на Принц-стрит. Мы немного постояли вместе, а потом он ускользнул в темноту, не сомневаюсь, что его ждали важные дела. Надеюсь, ты сможешь мне помочь. Я собираюсь навестить бабушку, хочу что-нибудь ей подарить. Она живет совсем одна на окраине города на Кленбрук-Роуд, и мне не часто удается к ней выбраться. Может быть, сердце Луны ее утешит. Сердце Луны. В смысле? И где мне найти его? Сердце Луны. А, там только что было. Там только что было сердце Луны, я увидела. Вот. Селенический тотем. Разные тотемы, которые чаще называют сердцами Луны, можно зачаровать, наполнив их каким-либо чувством, например, любовью или радостью. Если крепко сжать реликвию, она напомнит об этом чувстве. Иногда на них есть что-то в форме полумесяца, которое ассоциируется с селеникой, с ногтикой. Внешний вид самого предмета часто напоминает о Луне или ночи. Ну, наверное, это вот... Ну, не знаю, мне о ночи почему-то летучая мышь напоминает, но тут есть вот... Не, ну я хз. Наверное, я поставила бы все-таки куда-то вот книгу в другое место. И записку тоже, ну ладно, пусть стоят. Мне, честно говоря, тут ничего не напоминает о ночи. Может, вот сова. Возможно. Дерево светлого оттенка, на ощупь полированная поверхность, ничего примечательного, меня переполняет тепло. Ну да, это оно, тепло и любовь переполняет, смешно. Эвокант. Согласно распространенному мифу, этот предмет из камня весит столько же, сколько человеческое сердце. Истина более прозаична, однако масса реликвий, безусловно, важна и равняется 1 фунту. Предмет кладут на грудь человека, находящегося в коме, чтобы привести его в сознание. Да, вот видите, появилась. Опа, какой-то чел. Орнитолог Эдмунд Бишоп. Ну подожди. Поведение воронов, мягко говоря, настораживает. Обычно они собираются вместе только возле еды. Вороны всеядны, в основном они питаются падалью, но подойдет все, что попадается в их когти. Если нужно, они даже могут убить. Вообще-то я сегодня не собирался заходить, но происходит что-то странное. Я хочу понять, в чем дело. Возможно, глаз Кернуна меня успокоит, или окажет обратный эффект. А теперь дай прочитаю про него. 14-й лорд замка Глистон, как и его предшественник, обладает богатством и привилегиями. Его отца презирали, и нынешнего лорда легко могут постигнуть даже участь. Однако все, кто знает Эдмунда, обожают его. Раньше он преподавал древние языки в университете Камбрии, но теперь отошел от дел. Его истинная страсть – птицы. Студенты быстро поняли, что могут избежать особенно сложных лекций о склонениях в латинском языке, спросив преподавателя о разновидностях местных соваль, трелях, экзотических птиц. Эдмунд этому был только рад и часами рассказывал о своих путешествиях по Африке и Новой Зеландии. Когда-нибудь я перестану заикаться, но это будет совсем другая история. Сочувствую тем, кто смотрит меня. Глаз Кернуна. А ну-ка, покажите. Покажите глаз. Вот.
Кернун в Тарквесе. Глазом Кернуна считают любой Тарквес из бронзы, наделенный особыми свойствами с помощью чар. Благодаря этому предмету знающие люди могут постичь закономерности природы, которые обычно скрыты от нашего взора. Кернун – языческий бог леса и природы. Обычно его изображают в виде человека с оленями рогами. На рисунках он зачастую носит или держит Тарквес. Окей. Я не вижу никакого человека. Я не вижу никакого человека. Ну, что еще раз? Бронза, во-первых, а во-вторых... Может, вот... Но это не бронза, нет? Это камень. Это камень. А кто бронза? Ты кто? Дерево, очевидно. А что тогда? Здравствуйте, а что? Обычно его изображают в виде человека с оленьими рогами. Держит какую-то фигню. Я хз, вы понимаете? Я нет. Но тут бронза у меня только вот это, но я понятия не имею, что это такое вообще. Давайте дадим. Надет. Да, это так. Око духа. Некоторые сторонницы ока духа, считая его окном в мир, куда не стоит заглядывать. Другим этот страх кажется всего лишь нелепым предрассудком. До конца не ясно, что именно оно позволяет увидеть. Возможно, реликвия открывает взору другой пласт реальности, находящийся за гранью зримого мира, который органы чувств человека уловить не способны. Око духа наделяет силой нанесенные на него противоположные символы. Да, конец дня. Прикол. А сколько мне дадут поиграть? Черная кобыла неслась под ледяным дождем, ее мокрая шерсть блестела в свете луны, закутанный в плащ всадник замерз, насквозь промок и лишился сил. Он понимал, что не переживет ночь, если не доберется до Бэкбэроу. Конец дня. Угу. Интересно. Беглый преступник направился на северо-запад. Он спрятал меня в первом попавшемся здании. Что бы это значило, хз? День 2, пятница. Перемещайтесь по магазину с помощью стрелок. Угу. Что это вообще? Ну что-то тут за карта лежит. Окей. Подожди. Подожди. Беглый преступник направился к северо-западу. Спрятал меня в первом попавшемся здании. What does it mean? В каком здании? Секунду. Что мне с этим делать? Можно позвонить в звонок, чтобы пригласить? Или изучить записки, вдруг они куда-то приведут. Но я пошла на северо-запад. Дело в том, что вот север. Вот запад. А что за здание, извиняюсь? И что это? Цветочек тут. Что с цветочком? Что с цветочком, блин? В первом попавшемся здании. О чем речь? О чем-то же речь есть? Вопрос о чем? Ладно, потом посмотрим, походу. Ого, тут так-то много всего. Еще вот эти. Можно эти цветы куда-то убрать? Они меня бесят.
Вот это пусть стоит. Нет. Это пусть стоит. А это вот сюда. Ну ладно. Верона Грин. О, просто превосходно. Все в Андромире захвачены страхом из-за воронов, а Тауматург оставил за главного подмастерья. Прости, это невежливо. Не обращай внимания, я просто старуха, вставшая не с той ноги. Эти вороны у меня из головы не выходят. Когда увидишь Элая, передай, пожалуйста, что я его искала, и скажи от меня спасибо за то, что дал почитать магические символы. Я в ужасе. Я в ужасе, это раз. 2, я тоже хочу посмотреть магические символы. В Тауматургии есть 3 направления. Каждое из них включает по 2 дисциплины, обозначаемые ниже указанными символами. О, хорошо. Хорошо. Так, женщинка. Ученая-оккультистка. Верона Грин. Верона живет в Андромире с незапамятных времен. Она упивается уважением и страхом, но неохотно принимает почтение и восхищение. Верона знает об оккультизме больше, чем кто-либо, благодаря чему не раз спасала жителей Андромира от бедствий. Например, она чудом уберегла город от селенического пламени и Дентри Пробужденного. Верона убеждена, что правильно заваренный чай поможет решить любую проблему и преодолеть любое препятствие. Ну да, ну типа того. Почти я. Давайте дальше. Тесс Шервуд. Я будто в западне. У меня нет ни работы, ни мужа, ни друзей, ни будущего. Говорят, рогатые оковы могут помочь. Рогатые оковы. Давай найдем твои рогатые оковы. Замысловатые рогатые оковы. Рогатые оковы привносят изменения в жизнь человека, наделяя его способностью обуздать внутренних демонов. Рога обычно трут пальцами, и со временем часть реликвии становится гладкой. Угу. Ищем. Вот они. 100%. У нас тут цвет. Нет, не цвет, бронза, гладкая поверхность. Ничего примечательного. Я отчетливо чувствую, что за мной следят. Не, ну просто я больше ничего не вижу. Я пока положу сюда. И... Давай еще так пройдусь. Вот еще вот тут рога есть. Но я не думаю, что это оно. И вот тут. Тут дурное предчувствие, говорит, вселяет. Или вот это. Или вот это. Не, ну значит это. Нет, не это. Ой. Извините. Как следует подумать. Я думаю, в том-то и дело. Я думаю. Я не вижу. Вот это может. Кто-то еще видит, но тут из... Рога трут пальцем. Там должны быть рога 100%. Ну вот тут рога есть, я хз. Наверное, вот тогда вот это вот. Ясно. Ясно. Фиссагер помогает предотвратить распространение болезней и эпидемий. Кроме того, рядом с ними пламя приобретает бледно-голубой оттенок. Дэвид Чефер. Опять ты, почтальон. Ну, хоть погода сегодня улучшилась. Ура. Приветствую. Возможно, тебе будет интересно узнать, что вчера мой плуг наткнулся на странную реликвию. Приходи на ферму, забирай ее за соответствующую плату, разумеется, с наилучшими пожеланиями, Джон Ройстон. А куда-то я могу вот эти вот штуки выкидывать? У меня есть мусорка какая, оно мне просто вообще не нужно. Мне нужно кольцо Ошика. Ошика. Какое хорошее слово. Ты кто, дядь? Кольцо Ошика. Давай поищу. Кольцо. Кольцо. Корхен, богиня змей. Изначально эти жутковатые реликвии приносили в дар богине Корхен, однако ее культ выродился и обычай устарел. Сейчас такие предметы сложно найти, но некоторые... мы это знаем. Многие утверждают, что слышат неземное шипение Корхен, когда подносят кольцо Ошика. Какое-то кольцо, короче. Кольцо, которое шипит нам надо. Или что такое? Угу. Я не вижу колец. Все без колец сегодня.
А все уже. Что-то дальше должно шипеть, короче, нет? Я должна потрогать все, чтобы оно шипело. Ага. Ага. А чё? Нету нифига. Какое кольцо. Вот это может оно. Чё примечательно. Офигенно. Как бы вам объяснить? Орхин. Какое-то шипение должно быть 100%. А что это за реликвия такая? Я фиг его знает, если честно. Я даже примерно понятия не имею. Тут даже колец нет. Не колец. Рядом с предметом звуки затихают. Может, вот это оно? Кольцошек. Тут колец нет. Я не грыбу. Все звуки стали громче и четче. Может быть, вот это? Какое кольцо? Алло! Приехали. Кольцошек, а не грыбу. Корхин. Может быть, здесь что-то должно быть? Что-то нету. Ну, типа... Я понятия не имею, буду кликать, как получится, потому что я не грыбу, что из этого мне нужно. Меня охватил жуткий страх, но его нужно побороть. Что мне нужно делать? Твоя задача — разрушить печать. Собери из символов на кубиках такую же комбинацию, как и на фрагменте печати, чтобы разрушить его. Звезды — универсальные символы, вместо которых можно использовать любые другие, главное, одинаковые. Можно бросать кубики сколько угодно, нажимая на кубики, чтобы заблокировать, разблокировать их. Если до того, как ты возложишь кубики, трижды выпадут скрещенные кости, ты потеряешь жизнь. Если выпадут 5 одинаковых символов, печать сразу разрушится. Ничего не поняла. Веришь, нет, ничего не поняла. Нажмите на фрагмент печати, чтобы возложить кубики. Или возложите кубики, чтобы разложить. Я ничего не поняла. Я ничего не поняла. Это не важно. А дальше? Бросаю. Нажмите на кубик, чтобы разблокировать или заблокировать. Мне не нужно этого делать, потому что... Еще раз бросай. Я могу бросать сколько угодно, говорят. Вот этот заблокируем, вот этот заблокируем. Вместо звезд можно использовать любые одинаковые символы. Как я его сложила. Бросай. Угу, понятно. Понятно, но не сильно, короче. Мне нужна змея еще одна. Змея еще одна. Я говорю, змея. Не, змея. Какая змея?
Все получается, готово? Ну, короче, чуть-чуть понятно, но не сильно. Так. Стэнли Хьюм. Мне нужно кольцо. Кольцо Ошика, которое я не крыбашу, что такое. Я понятия не имею, что это за кольцо. Кольцо Ошика. О! Что такое? О, карта! И чё? Прикольно. Карта. И чё? Это что такое? Это, тут может быть кольцо Ошика, да? Тихий звук, похоже на шипение. Вот оно! Вот оно! Вот это кольцо Ошика, вот оно. Так, тудась. Это тудась. Карту тудась. Стойте. Карту куда-то сюда. Кольцо сюда. Вот эту фигню, чтобы это не было сюда. Сейчас я подостаю тут все это. О таумических полях. Все таумические реликвии изучают своеобразное поле. Невооруженным глазом им не разглядеть, но можно увидеть, если поместить реликвию на таумическую линзу. Образец поля изучают много лет. Пусть открыто тут будет. Тут пока закрою. Здесь. Напоминание. Я оставил несколько предметов в погребе торговки напитками из соседнего магазина. Это... Эта штука тоже. Тоже нужно туда мне. Вот так вот. Кольцо Ошика, вот оно. Пожалуйста. Изи. Хольген Грим. Жрецы Хольгара носят такие зловещие изделия, когда проводят различные ритуалы, связанные со смертью и загробной жизнью. С помощью таинства они просят его защиты с помощью истины, волчьей песни, совета, а путь воителя помогает почившим отыскать дорогу. На самом деле, я думаю, можно нам заканчивать, конечно. Вот это я оставлю здесь. Карту я оставлю здесь. Может быть, сейчас как раз закончится игра. Давайте, ладно, закончим день. Моя подруга, или точнее бывшая подруга, ворует мои украшения. За последние несколько недель пропали 3 ожерелья, к тому же одно из них подарок моей покойной бабушке. У тебя есть подходящая подвеска? Я оставлю ее на видном месте, чтобы подруга ее нашла. Хочу преподать ей урок и отводить от воровства. Зея, сковывающее зерно. Мне придется сделать выбор. Здесь нет неправильного варианта, но мое решение однозначно повлияет на то, что происходит за пределами магазина. Давай посмотрим, что такое Зея. И такое сковывающее зерно. Вот. Предмет изготавливается из 2 разных материалов, символизирующих ментику и виксику, разум и тело. Извилистый путь разум. Изображение в виде спирали, окружающее тело зерно. Сковывающее зерно, меры наказания, усиливающее чувство вины и стыда. Вот это нам надо. Второе, как называется, она говорит. Зея. Зея. Вот оно. В этом нет... Этот ничем не примечательный предмет вешают на шею, чтобы носить возле сердца, вызывает страх и паранойю. Иногда эту реликвию очень сложно снять. Зею изготавливают из какого-то одного материала, но не из дерева и не из глины. Обычно на ее поверхности нет ни символов, ни надписей. Она, походу, хочет Зею, но я могу выбрать сковывающее зерно, потому что оно менее... Мне кажется, сковывающее зерно такое, ну, чувство вины и стыда. Давай. Изображение в виде спирали. Какое-то спиральное изображение в виде спирали. Классно объяснила. Ладно, сейчас найду. Где? У меня его нет. Все, хамбец, облом. Никаких спиралей. А вот это может оно. Да не, ничего примечательного. А может вот это? Чего примечательного тоже? Угу. Блин. У меня либо его нет. Может быть такое, что у меня нет этого предмета вообще? Мне кажется, может. Ну просто если нету, то тогда мне придется ей дать. Тогда мне придется вот это дать. А, нет, не вот это, а где? А где? Другой предмет. Это который... Зея. Не из дерева и не из глины вызывает страх.
Не из дерева и не из глины. Что так сложно? Почему не это тут же? Не знаю, мне казалось, что вот это очень подходит. Я понятия не имею, что от меня опять хотят. Долго думать лень. Ну да. Какой предмет? Ничего страшного, сейчас еще пару раз ошибусь и нормально будет. Я подумала еще, что вот этот, ну так, да. Защитный амулет. Искусственному драматургу вряд ли пригодятся универсальные амулеты для защиты, и все же они обладают незначительным эффектом. К примеру, на ашидистского духа или странствующий покров такие реликвии не подействуют. Основа этих амулетов искусства символов древняя и, по мнению некоторых, примитивная область тауматургии. Их изготавливают из различных материалов, но драгоценные материалы используют крайне редко. В доме, над которым летали вороны, только что нашли человека, как бы я хотел забыть это зрелище. Он бледный, как смерть, но его глаза, они будут преследовать меня в кошмарах. Они полностью почернели, казалось, душа покинула его. Я не собираюсь ждать очередного знамения. Я увожу семью в Сетберг. Мне нужна Либула, чтобы мы добрались без происшествий. Знаете что? Мы сейчас идем, короче. Куда мы идем? Что? Лодочная станция. Мы идем на лодочную станцию. Лодочная станция. Кто видит лодочную станцию? Я не вижу. Лодочная станция, я вижу 8. Идем. Сейчас станция не в лучшем состоянии. Почти все участки двора, не занятые перевернутыми лодками, завалены сломанными прогнившими досками, в щелях которых потихоньку прорастают сорняки. Посреди этого беспорядка мужчина чинит грибную лодку. Он поднимает голову, с улыбкой произносит: «А ты, наверное, из загадочного антиквариата. Мы идем в полуразвалившуюся будку, где стоят 2 металлических ведра, куда капает мутная вода. Тонкое оконное стекло дребезжит при каждом шаге. Мужчина достает из ящика стола кипу почерневших бумаг, аккуратно передает мне». О, я получила бумаги. Понятно. Получен предмет. А, прикольно. Предметик получила. Угу, это прикольно. Давайте сходим еще в куда-нибудь. Мне говорили... Нет, не говорили, тут где-то написано было вот здесь, да? В погребе торговки напитками из соседнего магазина. Погреб торговки напитками. Погреб торговки напитками. Когда я говорю, что работаю в соседнем магазине «Загадочный антиквариат», владелица миссис Кренмор неохотно пускает меня в погреб. Ах да, это ж ты все заберешь. Элла не раз мне помогал, но я не могу ему отказать, но не хочу, чтобы это безобразие валялось в моем погребе. Мне еще кучу всего дали. Ну ладно, давайте на этом закончим, потому что да, прикольно, интересно. Я поиграла тоже. Пишите, как вам, и спасибо вам, твинчата, за просмотр. И не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич, а также ставьте лайки, оставляйте комментарии и кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.